Ребята, всем привет! Очередной раз удалось создать какую-то мега интересную конструкцию на базе Ашан байка. В этом видеоролике мы его протестируем на максимальную скорость, на максимальную дальность. Ну а пока небольшой обзорчик. Итак, что же здесь интересного? Ну, во-первых, сделал нормальную газульку, чтобы можно было управлять рукой дросселем. Внутри корпуса рукоятки проходит тросик, который управляет отклонением сервотестера. Ну а сервотестер, в свою очередь, находится в специальном алюминиевом корпусе с ограничителями, который может воспринимать силовые нагрузки. Все это точилось на токарном станке ТВ4. Во-вторых, очень жестко прикрутил алюминиевую раму сварную под крепление 15-киловаттного двигателя. С покупкой этого двигателя мне помогли ребята из компании ВМП Авто. Вот наконец-таки дошло время до его использования. Хоть движок и 15-киловаттный, но всю мощность я не могу здесь использовать. Во-первых, маленький винт, во-вторых, не позволяет регулятор. Регулятор установлен на 120 ампер 50 вольт. А двигатель должен запитываться от 70 вольт, чтобы иметь возможность выдать полную мощность. Ну и естественно, его еще нужно нагрузить более крупным винтом при этом. По центру располагается так называемый бачок, а точнее отсек, контейнер под аккумуляторы. Он выполнен с инкрустацией углеродным волокном в виде карбончика. Использую 4 аккумулятора, и в сумме получается 10 ампер 50 вольт. Вся эта мощность запитывается через авиационное реле. Просто я хотел иметь возможность отключать все системы питания. Это, друзья, плюсик к технике безопасности. Ну а запуск производится с панели управления, которая рядом с ручкой. Вот так мы включаем сервотестер, а так мы включаем силовое реле на двигатель. И уже можно немножко подгазовывать. Короче, как-то так оно работает. Тягу этого винта в связке с двигателем и с имеющимися у меня аккумами я уже измерял, и она составила около 20 килограмм. Кажется, вроде бы не так уж и много, но велик толкает просто офигенно. Самое главное, что газует резко. Удержать очень трудно. Аж мышцы сводит. Продувка. Есть продувка. Жалко, нет поля с одуванчиками. Вот это жигануть можно было бы нормально. По-моему, нормально подрывает. Сейчас попробуем еще разочек. Еще одну попытку стартовать с места. Так. Даю газ и отпускаю тормоз. Такое ощущение, что не хватает мне экшена в жизни. Иначе зачем я это делаю? Ребята, прибыли на новую местность, и сейчас мы будем испытывать на максимальную скорость. Для начала я попробую разогнаться чисто на педальной мускульной тяге, посмотреть, сколько я смогу на данный момент выжать скорости. У меня есть два прибора измерительных. Первое — это вот такой GPS-спидометр. Он будет показывать максимально зафиксированную скорость. И второй инструмент — это мой старый добрый GPS-тест. Включил на максимальный размер цифры, чтобы можно было отлично все протестировать. И чтобы вам было видно, как происходит ускорение и какая максимальная скорость в режиме реального времени. Итак, стартуем сначала на мускульной тяге. Спидометр в карман и помчали. «34 километра в час».
Итак, здесь было 34 километра в час. Смотрим, что у нас здесь показывает. Здесь 32. Но там было одномоментно, здесь, видимо, оно еще не успело догнаться. Так что, в общем-то, более-менее правдивая информация. Можно доверять. Надо две системы контроля, чтобы четко понимать скорость максимальную. Не каждый день мы испытываем такие дела. Не каждый день. Так, ну спутники нашло, все, на карман ее. Ребята, я поехал. Ты, я смотрю, тоже топливом заправился, да? Не, ну а как? Подожди, а как? Тормоза работают, работают. Скорость работает. Надо ее обнулить. Ну что ж, ключ на старт. На данный момент времени здесь все очень хорошо запускается. Погнали! Жесть! Как ты думаешь, сколько? Ну, мне кажется, километров 105. А не, 80. 80? Да, 80 километров. Ну, тоже не кисло, по-моему. Не кисло, но аж страшно было, как ты летел. Молотилка нормальная? А ты пригинался? Да. Да? Помогала там километров 5-10 добиться. И все, оно до предела доходит, да? До 80 и все. Да, ну вообще там 75 где-то, вот 78, дальше не особо идет. Угу. А доходит до 80, если пригнуться. Достаю из широких штанин еще один прибор. О, 80 километров в час показывает. Информация достоверна. Вот этот монстр 80-ник делает. Парячок проплавило винтом, ребят. Ну, короче, живой вроде, все живое, винт живой. Нормально. Первоочередная задача на данный момент. Да, и я думаю, абсолютно всех это интересует. Проверить, какую же максимальную дальность имеет этот велосипед. Этим сейчас мы и займемся. Выйду на трассу и все протестируем. Для этих целей полностью зарядил батарейки. Поставлю пищалки, чтобы можно было высаживать до самого минимума. И поставил GPS-трекер, который будет отслеживать расстояние пути. Сейчас он установлен на измерение скорости. Ну а здесь показывает пройденные метры и километры. Итак, ребята, стартуем. Поехали! Технику безопасности нарушать не будем. Обязательно воспользуюсь шлемом. Что-то там мешает, по-моему. Она отлетела. Все, уже не мешает. Вот он. Нашел? Маленький дисбаланс был у тебя на винте. Начинаем, так сказать, наш
Тур де Ростов. Поехали. Буду экономично использовать. Еду 40 километров в час примерно. К сожалению, есть встречный ветер. Это будет уменьшать экономичность. Но едем потихонечку. «53 километра в час». Потихонечку едем. Впереди большой подъем. Придется взбираться. Все, ребята, только что закончился бензин у велосипеда. И давайте посмотрим, сколько я проехал. Отключаем пищалочки. Оп-оп. И смотрим на параметры. Сейчас скорость 0. Максимальная была 56. Ого-го, ничего себе. Это высота. Это максимальная высота. 123 метра взлетали. Ну и дальность 20,4 километра. Прошел велосипед на 10 тысяч миллиампер батареечки. Если бы батареечка была, например, 50 тысяч миллиампер, можно было бы 100 километров проехать. Ребята, я даже сам не ожидал, что такая классная игрушка получится. Вообще жарит не по-детски. Потихонечку идем домой. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.